Игровые консоли. Тема, к которой я никогда не притрагивался по множеству причин. Первое – это отсутствие самих игровых консолей в использовании как таковых. У меня максимум была только Dendy, PlayStation One Slim и ничего более. Вторая причина, как бы это странно ни звучало, заключается в полной незаинтересованности к играм с моей стороны. Да, я не люблю игры, и максимум с чего я играл это пинбол, старый Майнкрафт из серии, Need for Speed до второго Underground и Most Wanted включительно. И чтобы вы понимали масштаб комедии, пару месяцев назад мне подарили в Steam игру Control, но я ее все еще не запустил. Вот такой я для кого-то скучный человек. Ужасно. Я аж в феврале 2023 года попросил у знакомого подогнать мне его Xbox One S на неделю, чисто протестировать и посмотреть на саму консоль. Если кратко, то мало того, что консоль в плане дизайна выглядит очень интересно, но и сама операционная система там выполнена также необычно. И на этом моменте уже можно начать рассуждать о том, что такое Xbox и на какой системе приблизительно устраивалось каждое поколение консоли. Что же такое Xbox? Ответ мало того, что очевиден, так еще и лежит на поверхности. Это линейка игровых консолей, разрабатываемых компанией Microsoft. Впервые она дебютировала на рынок еще в ноябре 2001 года с выпуском Xbox Original, хотя эта приставка была анонсирована аж в марте 2000-го, а презентация была проведена 3 января 2001 года. Но выход этой приставки был постепенным. В ноябре 2001 консоль была доступна только в Северной Америке, а в 2002 вышла в мировую продажу. Разработка этой консоли началась из-за того, что руководство Microsoft рассматривало грядущую PlayStation 2 как угрозу линейки компьютеров Microsoft с Windows, опасаясь, что популяризация игровых консолей может снизить интерес потребителей к ПК и вытеснить последних с рынка. В то время Microsoft, кроме развития Windows с Office, занималась разработкой и выпуском компьютерных игр, которые спустя время даже и стали успешными. Например, Microsoft Flight Simulator. Также за Microsoft было сотрудничество с Sega, в ходе которой была создана версия Windows CE для приставок Dreamcast. Разработка, выпуск платформы, набора API DirectX и много чего еще. Однако Microsoft никогда самостоятельно не выходила на рынок игровых консолей. Хотя еще до 2000 года внутри компании среди ее сотрудников уже неоднократно высказывались мысли о попытке выйти на рынок консольной индустрии, но руководство по каким-то причинам не хотело этого делать. Во время разработки консоль изначально носила имя как Windows Entertainment Platform, но были такие названия как Microsoft Total Gaming, Microsoft Interactive Center, Midway, 11X и DirectX Box. Последнее название пусть и носило отсылку к DirectX, оно как раз таки и было сокращено до Xbox, что впоследствии стало окончательным. Первый Xbox был оснащен процессором Intel из линейки Pentium 3 на 733 МГц и 64 МБ АЗУ типа SDRAM. В качестве графического процессора выступал специально разработанный чип от Nvidia под названием NV2A, модифицированный чип NV20, который использовался в видеокарточках серии GeForce 3. А наличие Ethernet-входа открывало возможность игры по сети, и в будущем это будет необходимо для работы нового сервиса под названием Xbox Live. По сути, если говорить кратко, это был полноценный компьютер в корпусе игровой консоли. Да и что уж там, на ней с помощью софтмода запускали и Windows 98, и различные Linux-дистрибутивы, и ReactOS в конце концов. Хотя во время разработки прототип корпуса выглядел в виде большой буквы X, но позже дизайн был изменен до того вида, который все прекрасно знают. Xbox стала первой игровой консолью, содержавшей в качестве накопителя полноценный жесткий диск на 8 гигабайт. На жестком диске хранились сохранения и установленные игры, которые могли быть загружены из сервиса Xbox Live. И теперь самое интересное. На какой системе эта консоль вообще работает? Раньше ходили слухи о том, что на Xbox работает сильно измененная Windows 2000, но разработчик в блоге Microsoft заявил об обратном. Система была создана с нуля, но с похожей кодовой базой и с перенесенными библиотеками из настольной Windows по типу DirectX. Я как-то больше склоняюсь к версии разработчика по одной простой причине. Xbox OS по сравнению с Windows 2000 моментально запускается, вы только посмотрите на это. Видите? 10-15 секунд, и мы уже попадаем в, так скажем, домашний системный экран под названием Dashboard.
Запуск Windows 2000 с такой же конфигурацией явно займет чутка больше. Да и более наглядный пример долгого запуска можно взять у Apple Pippin. Если вы думаете, что это не так, то ничего страшного, пишите в комментариях и излагайте свое мнение. Подобный интерактив здесь наоборот приветствуется. И подписывайтесь на канал, кстати. С годами Xbox совершенствовалась, причем очень значительно. В 2005 году выходит Xbox 360, который уже был построен не на x86 архитектуре, как Xbox Original, а на платформе PowerPC. Консоль также начала поддерживать вывод изображений в HD формате с разрешениями 720p и 1080i. Оперативной памяти становится 512 МБ, а в качестве графической подсистемы выступает специально созданный видеочип от ATI. В поздних ревизиях Xbox 360 появляется поддержка 1080p. Эта приставка пользуется популярностью и сегодня из-за простого взлома и огромного числа продаж, наравне с PlayStation 3. С выходом Xbox One в 2013 году опять происходит архитектурный переезд, уже с PowerPC на AMD 64 в виде оснащения 8-ядерным процессором AMD Jaguar. АЗУ уже становится 8 ГБ, а в качестве графики выступает AMD Radeon. Позже были выпущены улучшенные версии Xbox One, такие как Xbox One S и Xbox One X. Xbox One S предоставляла собой более компактную версию с поддержкой разрешения 4К для видео и HDR. Xbox One X была самой мощной консолью своего времени с производительностью, способной обрабатывать игры в разрешении 4К. В 2020 году выпускается Xbox Series X и Xbox Series S. Xbox Series X оснащен процессором AMD Zen 2 с 8 ядрами, графическим процессором AMD RDNA 2 и 16 гигабайтами оперативной памяти. В Xbox Series S имеется такой же центральный и графические процессоры. Отличие заключается в некотором понижении частот, количества АЗУ и, соответственно, разрешения. Оно ограничено до 1080p. Так к чему же я это видео делаю, спросите вы меня? Со временем, кроме внутренностей самой консоли, также кардинально изменялась и операционная система. Если раньше это было что-то отдельное от Windows, то после выхода Xbox One в 2014 году в качестве системы начала выступать Xbox System Software, которая уже основана на специальном издании Windows 8, Windows 8 Core. В 2015 году с выходом Windows 10 Xbox System Software также был кардинально обновлен, как с точки зрения дизайнерской составляющей, так и в плане технических внутренностей. Дальнейшие обновления в плане ядра уже теоретически синхронизировались с обновлениями ядра полноценной Windows. И весной 2023 года один из подписчиков канала скидывает некий архив с именем xboxos.zip. За кадром протестировал это, вроде прикольно, даже местами забавно. Но я оставил эту идею лежать на полке. И вот несколько месяцев спустя, наконец-то настало время протестировать и посмотреть на это нечто, но уже публично. В качестве системы для тестирования мы будем использовать Windows 8.1. Почему я остановился именно на ней? Во-первых, ее как-то на канале давно не было. Во-вторых, я сам ее давно не тыкал, еще со времен видео про Windows 8.1, которое выходило 31 декабря 2022 года. И если говорить кратко, то Windows 8.1 является попыткой Microsoft исправить Windows 8, потому что с выходом этой версии OS в октябре 2012 года Microsoft через некоторое время столкнулась с жестокой критикой со стороны пользователей касательно резких изменений в логике интерфейса Windows и некоторых неординарных нововведений. Проблем было много, но смысла это объяснять здесь нет. Лучше посмотрите мой отдельный ролик про 8, там все рассказано, ссылка в подсказке. А перед тем, как все проверять, я хочу сказать, что никаких ссылок на архивы и прочие материалы здесь размещены, увы, не будут. Все, что будет показано в этом видео, сделано сугубо в образовательных, демонстрационных и исследовательских целях. И я никак не присваиваю себе что-либо и никаким образом не предлагаю вам это тестировать самостоятельно. Перед началом осуществления всех наших действий нам нужно удостовериться в наличии установленного DirectX, .NET Framework 3.5 и библиотека Visual C++. DirectX в обновлениях не нуждается, но ставить SDK-пакет все равно нужно. Старый .NET Framework спокойно пока что догружается через стандартный выбор компонентов Windows, а библиотеки Visual C++ можно спокойно установить самостоятельно с официального сайта Microsoft. Для начала установки нам нужно создать отдельную учетную запись с правами администратора.
После создания аккаунта мы идем в этот xbox.zip и извлекаем оттуда файл os.zip, где хранится сама система. А точнее ее части, так как спустя долгое время изучения за кадром я понял, что это, вероятнее всего, чей-то вручную созданный дамп с собранными по крупицам файлами. Однако я не хочу как-либо случайно кого-то обманывать, поэтому со временем все карты будут раскрыты. Закидываем содержимое архива os.zip сразу в диск C. Далее на диске C мы создаем папку shell и извлекаем архив shell.zip в ту самую папку. После того, как мы все содержимое из архивов закинули по нужным местам, приступаем к разбору содержания папки system.twix. Здесь можно увидеть три файла: build environment, shell и twix. Первый файл является обычным батником, который вообще не составляет какого-либо труда открыть через тот же условный блокнот и посмотреть его содержимое. В этом файле мы видим, что скрипт изменяет название загружаемой OS как Xbox System OS, что в полной расшифровке выходит как Xbox System Operating System. Не начинает ли подобное название вам казаться подозрительным? Далее там идет некоторое редактирование реестра в плане отзывчивости интерфейса и включение автовхода в аккаунт. Отключение некоторых системных служб по типу центра обновлений Windows, изменение настроек нашего аккаунта и отключение User Account Control. Shell.rec редактирует параметры нашего окружения в виде изменения данных о файле оболочки рабочего стола. А twix.rec меняет настройки explorer.exe. Итак, установка закончена, и все, что нам остается сейчас сделать, это перезагрузить нашу систему. Перезагрузка системы идет без видимых отличий, логотип системы никуда не пропадает, и вот мы уже на экране входа. Вместо всеми нами привычного explorer.exe мы слышим звук включения Xbox и... оно запустилось! Только система просит, чтобы я на контроллере нажал кнопку А. Однако виртуальная машина, на которой это все сейчас работает, а именно VMware, не хочет пробрасывать контроллер от Xbox к себе. Хотя на основной системе джойстик работает просто блестяще. Появилось снизу уведомление о том, что доступны обновления к дополнениям, то есть система оповещений здесь работает исправно. Приступим к входу в первоначальную настройку. Как я уже сказал ранее, джойстик от Xbox VMware цеплять не хочет, поэтому будем как-то пользоваться клавиатурой. И нажатием кнопки А на контроллере служит клавиатурная клавиша Enter. Нас, кажется, встречает первоначальная настройка. Сейчас нам предлагают очень широкий и безотказный выбор языковых параметров. Ладно, если отпустить шутки, то у нас и так нет выбора, и как ни крути, все равно нам нужно выбрать английский язык. Далее система спросит регион проживания. Регион влияет на данные Microsoft Store, на цены подписок Xbox и доступность различного вида контента. Все как у обычной Windows с полноценным Microsoft Store и Windows 10 Mobile, если кто помнит. Далее идет проверка соединения и проверка обновления системы. Для нас доступно обновление, и нам предлагают его установить. Да с радостью! После обновления происходит перезагрузка, и мы видим вот такой экран запуска. Далее нам предлагают проверить работу звука и микрофона, выбрать режим электропитания и войти в аккаунт Microsoft. И на этом этапе есть один интересный момент. Если нажать «Далее» и нажать «Escape», то нас все равно перекинет на страницу ввода e-mail адреса. И если на этапе входа в аккаунт до упора нажимать Enter, то нам скажут, что мы вошли. А куда, собственно, мы вошли, если ничего не было введено? Эмуляция? Странно. После своеобразного OOBE мы выбираем системный цвет, указываем аватар и выбираем никнейм. Если попытаться указать свой никнейм, то этого сделать не получится. Выйдет ошибка Python скрипта. И, наконец, спустя время и один просмотр демонстрационного видео, мы попадаем на главный экран. Любопытный факт. Когда мы открываем любое приложение, то быстро появляется пара пустых окон командной строки. Сам главный экран разделен на 5 разделов. Закрепленные игры и приложения, домашняя вкладка, где находятся приложения настройки, галерея, музыка, видео и так далее, а разделы сервисов Xbox Live и магазина. Также из-под главного экрана мы имеем возможность включить в плеере какое-либо аудио-видео содержимое с DVD-диска, который прямо сейчас установлен в дисководе недоконсоли.
Хотя там вряд ли будет какая-либо музыка в установочном образе Windows 8.1. Во время работы оболочки курсор блокируется, и управление осуществляется только при помощи клавиатуры или джойстика. Из установленного здесь можно встретить не только стандартные программы по типу файлового менеджера или приложения просмотра ТВ, но и увидеть Internet Explorer, Steam, Wikipedia, OneDrive, сервисы Bing, YouTube и много чего еще. Часть приложений здесь, увы, или не запускается, или запускается не то, что заявлено изначально. Например, возьмем Internet Explorer. Вроде бы хочу увидеть IE, а получаю что-то стороннее. Вместо Википедии мне вообще выходит ошибка прекращения работы приложения. Наверное, чтоб не втыкал, получается. В общем, все мутно. При нажатии кнопки M на клавиатуре нам выходит быстрое меню, где показываются различные кнопки разделов, настроек, выхода из аккаунта, полного выключения и наш аватар. Игры с библиотеки здесь, естественно, не запустятся, о мини-крафтиках и батлфилдах здесь придется забыть. Настройки здесь выглядят вот так, говорить о них по сути нечего. Настройки как настройки, ничего особого. А теперь пришел момент итогов и, так скажем, некоторого показа интересных забавных моментов. Заранее говорю, здесь может быть много душниловки, поэтому не обессудьте. Во-первых, можно начать с самого простого. Перед вами полноценное полноэкранное приложение, или же Xbox Dashboard. Но разве вся оболочка Xbox OS может превращаться в одно окно посредством нажатия клавиши косой черты? Во-вторых, как уже говорилось ранее, в скриптах имеется команда, которая принуждает BCD-Edit изменить название запускаемой системы с Windows 8.1 на Xbox System OS. И опять же, как упоминалось ранее, если расшифровать до полного названия, то у нас выходит Xbox System Operating System. Как-то не похоже на работу Microsoft. Да и вообще, скрипт Build Environment работает не до конца. Во время выполнения почему-то доходит до отключения User Account Control, и дальше его работа почему-то завершается. Хотя около последующих команд нет атрибута комментирования RM, хотя тут есть регулировочный параметр по типу Echo Off, который скрывает результаты вывода данных со стороны команд. Но его удаление никак не улучшает работу. В-третьих, самое интересное. При превращении дэшборда в отдельное окно, в заголовке окна видно слово XBMC. Я ради интереса набрал этот XBMC в поиск, и вы будете, наверное, удивлены, что мне выдало. Оно мне выдало информацию о плеере с открытым исходным кодом под названием Kodi, который ранее назывался как XBMC, или же Xbox Media Center, потому что ранее он создавался как медиацентр приложений для первого поколения Xbox. Позже этот продукт начал с огромным успехом распространяться и на других платформах. И, наконец, в-четвертых, тщательно покопавшись в файлах этой Xbox OS, кроме всяких XEX файлов и XVD файлов, которые встречаются только в вышеупомянутой системе, кстати, встречается один PDF-документ. Открыв его, мы видим следующую надпись. Эти файлы были спроектированы и разработаны Toyota 12303. Toyota 12303, вероятно, является чьим-то никнеймом, и повторный поиск в интернете подтвердил мои рассуждения. Существует YouTube-канал с таким никнеймом, который с высокой долей вероятности и является автором данного творения. Но из всего этого я не узнал ответа на главный вопрос. Что это вообще такое? Неужели это чей-то реально собранный по крупицам дамп? Или все же это один сплошной большой прикол? Будет забавно, если какой-нибудь новостной сайт наткнется на подобное, особенно с ссылкой на мое видео, но это уже что-то из разряда фантастического, если честно. В общем, как итог, перед нами какой-то гуманоид, который содержит в себе нечто напоминающее на работающий интерфейс Xbox OS, но с кривыми в некоторых местах скриптами и XBMC в заголовке окна. Смысла в этом всем я лично не вижу. Но если у вас есть какие-нибудь предположения на этот счет, теории или же какие-либо свои размышления, то без проблем пишите в комментарии. Прежде чем закончить свое видео, мне бы хотелось объясниться по поводу некоторой редкости выпуска видео и вообще, не пропал ли я. Да, есть такое немного. Я не хочу как-то особо высказываться на этот счет, ибо в большей степени вероятности это многим, увы, не нужно и не интересно. На данный момент у меня внезапно свалилась огромная куча домашних дел, которые пока что требуют немного большего внимания.
Однако хочу заявить о том, что я жив, и я вот сейчас разговариваю, и также параллельно пишется один большой проект, и предположительно, если все удачно сложится, он выйдет уже осенью. Поэтому сорян, что на данный момент стал немного реже вас навещать. Надеюсь на понимание. Да и давайте уже заканчивать это видео, и так немного затянули. А на этом сейчас все. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео. Также подписывайтесь на канал и смотрите другие мои видео, ведь вместе интереснее. Огромное вам спасибо за просмотр и спасибо донатерам, которые поддерживают канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья!